Мразевая история. Вы чё, рофлите, что ли? Дрель делает, а это делает Аж 300 ньютон-метров. Я таких болтов и не трогал раньше. Ладно, посмотрим, можно ли им работать. Зачем люди придумали такое количество инструментов для каждой задачи, чтобы еще отдельные были у всех рукояточки, отдельные зарядочки, отдельные корпуса, когда все можно сделать одним универсальным набором 8 в одном, который заменит вам все домашние инструменты на одной аккумуляторной системе. С вами Даня Крайстер, лаборатория БНБ, и сегодня мы посмотрим, так ли это на самом деле. Погнали. Итак, в первую очередь хочу сказать, что идея сделать один универсальный инструмент, не распыляя все это на целую систему со всеми рукоятками, идея здравая. Так же, как производители переходят на одну аккумуляторную систему. Это, я повторяю, для одного рукастого человека, для дома эта штука оправдана. Не для бригады людей, которые работают там на объекте. Понятно, что там у каждого свой и у каждого зарядная станция. Начнем, пожалуй, с коробки. Она вот такая вот, с одной стороны большая, массивная, с другой стороны, если поставить ее в шкаф, вообще здорово там будет стоять и много места не занимать по форме одной какой-то небольшой коробки. Начиная с самой упаковки. Она не шибко качественная, но и не полное дерьмо. В нее попадались подделки DeWalt, там, конечно, вообще пиздец. Вообще страшно посмотреть. Пластик такой тонюсенький, прожимающийся, литье отвратительное. Что я вижу здесь? По первым ощущениям, литье не позорное. Видно, конечно, косячки всякие, криво срезанный облой. Да, важный момент, мы об этом не сказали. Стоит эта штука от 7600, по-моему, до 8 с копейками. Вот этот элементик у нас напечатан на 3D принтере. И я, кстати, в последнее время думаю, а не выпустить ли нам свой собственный шуруповерт на каком-нибудь двигателе с хорошей электроникой и с качественным редуктором. Корпус просто напечатать под свою руку в цветах и фурнитуру там всякую подобрать, и все это можно на 3D принтере сделать достаточно качественно. Не знаю, пишите в комментах, интересно ли было бы ли вам интересно в качестве мерча такой приобрести по сходной цене. И перед тем, как откроем, прикол, что одна вот эта вот открывашка, она напечатана на 3D принтере, а вторая нет. Кто-то по пути продавает инструмент, либо проебал, либо сломал, и в итоге решили заменить. Она сломалась с одной стороны здесь уже, я понял. Ладно, хорошо. Все это китайский ноунейм. Единственный логотип, который я вижу, Литион. Или Лисион, как вам больше нравится. Пахнет это изоляцией и немного мочой. Инструмент тяжелый, что уже хорошо. Пластик у нас, какой-то на грани. Вот я типа ногтем на него давлю, остаются маленькие линии. Как будто он не царапается, а просто вот эта вот матовая поверхность, шагрень вот это прибивается. Что тут за пластик, честно говоря, сходу я сказать не могу, потому что их дикое какое-то количество, и какое они здесь использовали, тоже хз. Но он не звонкий, как, например, на качественных профессиональных инструментах. Такой глуховатый немного звук, значит, что он не такой прочный, как хотелось бы. Но и не стыдный при этом. Вижу следы облоя вот здесь. Ну ладно уж. Для такого количества, как будто за эту цену можно и забить. Патрон у нас, регулировка вот эта отлита тоже из этого пластика. Щелчки сходу уверенные. Патрон тоже выглядит классно, но у него есть люфты, тангенциальный, окей, а вот осевой сходу, притом это не вот эта закрывашка. Так, аккумулятор. Аккумулятор 21 вольт, попрошу заметить, 2,6 ампер-часа. По-моему, пиздец. Ох, я прям вспоминаю, работу на строительных объектах. Все эти инструменты, покупаемые на месяц на бригаду. Ладно, посмотрим, можно ли им работать. Мы сегодня ничего не рекламируем, попрошу заметить. У нас сравнительный обзор просто нашего инструмента и вот, который предлагает рынок. Поэтому можем сравнивать. И весят они
Ну вот это потяжелее. Ладно, хрен с ним. Я уверен, не самые лучшие здесь банки стоят в плане того, что вот эти литионные ячейки, они не самого лучшего качества, не полностью наполнен весь объем вот этой вот бумагой. Так, здесь у нас есть warning, switch to low gear for use. А в чем проблема? А почему здесь это написано? Ну, у шуруповерта обычно 2 скорости. Здесь еще какой-то переключатель есть? Где-то на аккумуляторе? Почему здесь защелка? А, это, наверное, чтобы я мог снять. Окей, хуй с ним. Ой, блин, как здесь все страшно выглядит. Литейные эти, как на игрушках прям. Блин, вот это стопудово точно отъебет. И смысла во всей этой универсальности не будет. Обычно, когда посередине держишь вот эту вот историю, вот это вот байда, это транспортировочный режим инструмента. То есть ты его закинул в чемодан, он у тебя не просверлит стенку, пока ты в тачке едешь, уперевшись в какой-нибудь гаечный ключ. Когда ты его в один из режимов ставишь, он должен свободно нажиматься. Что это за хуйня такая? Типа, слышите щелчок? То есть преднажатие, дополнительное нажатие. Полное, точнее. Мразевая история. Вот здесь непонятная какая-то хуйня. Кнопка, которая отвечает ни за что. И я вот начинаю обращать внимание на детали, это просто пиздец. Вся вот эта вот панелька, она, короче, не по размеру, блядь. Она с одной стороны выпирает. Вот здесь у меня ноготь с хуем пролазит. Все кривое, да и плюс, когда я нажимаю эту кнопку, ничего не происходит. Но мы, сука, доберемся до правды. У нас, блядь, все по-честному. Что происходит? Там есть кнопка. Ну, в первую очередь, давайте оценим перед тем, как мы... Мне столько всего хочется про него сказать, я столько про инструменты знаю. Если это универсальная херня, то в первую очередь надо позаботиться о том, как у вас стыкуются, короче, вот эти вот штуки, чтобы это было долгосрочно, долгоживуче и т.д. т.п. И в целом вообще приятно. Мягковат, сам по себе мягковат инструмент. Я бы не обращал на это внимания, но один раз у меня Makita, по-моему, была, и она у меня развалилась, блядь, в руках от именно вот крутящего момента. Да, понятно, что она перед этим падала, там тыры-пыры, но здесь такое ощущение, как будто я ему башку могу руками свернуть. Вот прямо сейчас взять и сломать его, типа, на скручивание. А здесь есть режим закручивания, соответственно, с трещоткой. Забавно такой. Есть режим сверления. Соответственно, когда у нас трещотка не работает, бесщеточный двигатель при этом при всем здесь установлен, что круто на самом деле. Но я могу его практически остановить рукой. На профессиональных такого, конечно же, вообще не происходит. Это 20 вольт. Блять, что-то кажется, блядь, бабка надвое сказала здесь про мощность. Не знаю, еще посмотрим. Есть режим еще поддолба осевого вот этого, чтобы сверлить бетон и всякое говно. Ну, давайте посмотрим. Начнем мы с того, что все-таки посмотрим на люфт-патрон. Да приемлемо на самом деле. А шатаний? Шатаний делает. Такое ощущение, как будто разломается типа в процессе еще сильнее. Последнее, что нам осталось проверить, это осевой поддолб. Ух ты ж, блядь. Что это нахуй было? Сходу, короче, ощущение такое, что это вибратор. Это не долбитель, это вибратор. Я не знаю, сколько там, 0,1 джоуля энергии вот этого вот долбления. Перфоратор, понятно, он делает... Дрель делает... А это делает... Будет ли он вообще долбить? Я очень сомневаюсь. Ну, давайте посмотрим. Я даже сверло поменьше сменю. 8-кой будем ковырять. О, это тот самый блок бетона. Спасибо, Павел Григорьевич. Нихуя себе, сверлит?
это пиздец. Рано я обрадовался. Короче, оно колупает, и, скорее всего, колупает верхние слои бетона, которые у нас обладают меньшей прочностью, потому что здесь не соблюдена ни хера технология. Давайте попробуем в бок еще сверлануть. Странно, он сверлит, но в какой-то момент упирается. Там что, камни, что ли? Кирпич будем сверлить, потому что он более однородный и сразу будет чуть более-менее понятно. Если вам, ну уж очень, блядь, надо одну дырку где-то проковырять в стене, чтобы картину повесить, чтобы жена не пи***ла, что вы гвоздь вбить не можете. Эта штука справится с пердением, кряхтением, жужжанием, но справится за, блядь, несколько минут. Но для работы нормальной человеческой эта херня вообще не канает. Это очень медленно. Закончили с шуруповертом или не закончили? Или что? Или как? Может быть, момент максимальный мы проверим с вами? Есть у нас вот новая игрушка, которая покажет нам, сколько же у нас ньютонов там внутри на самом деле спряталось. Ставим режим сверления, первую скорость, закручивание, надеваем. Сука! Думать, ты получил аккумулятором. Максимальное было у нас 3,9, но, возможно, вот эта штука из-за частого поддолба работает неправильно. На режиме сверления. Сколько он покажет? Ну-ка. 9,5. Я вижу значение максимальное. Мы сейчас возьмем болт, закрутим его с усилием 32 ньютон-метра, да, с моментом. И попробуем шуруповертом открутить, потому что максимальный момент у нас конструктивно появляется именно на откручивании. Читал я про инструменты. Итак, смотрим. Так. Откручиваем. Открутил. Базара 0. 32 как будто бы есть. Но не ли у нас электрический наш друг ньютон-метр. Давайте возьмем ручной. Есть. И мы будем откручивать. Не хватает, блядь. Теперь давайте в обратную сторону попробуем. Закрутим до усрачки шуруповертом. Легнулся. Будем считать, что да. Какая-то, наверное, защита у него там внутри есть. Что-то он там прокручивает. 24 ньютон-метра. То есть, понимаете, да? Под бок. 30% нас нагревают. Но мы же только что поняли, что вот этот нас бывает, когда мы закручивали механическим. А мы теперь по нему ориентируемся. Неправильно, вы скажете в комментах. Почему я вожусь больше всего с шуруповертом? Потому что это показательная история будет для всей этой хуйни. 22 ньютон-метра мы сейчас ее закрутим и будем откручивать шуруповертом. Если открутит, то я уже хуй знает. Сами решайте выводы. Вы умные там, больше меня все знаете. Выставили. Откручиваем. У нас лопнул, блядь, зажимной винт на 22 ньютон-метрах. Это очень хороший инструмент. Мы с ним все проверили. Вау, сколько всего. И все такое, блядь.
Пластик обожаю. Отвертка прекрасная в комплекте. С чего бы нам начать? Эники-веники, ели вареники. Ну, вот эти два парня меня интересуют. Это пока уберем. Так, ну что ж, давайте менять. Болгарку хочу вот поставить. Она что-то не ставится. Что происходит? Фу, как мерзко это щелкает, мразь. Тварь. Тихо, блядь. Она не защелкивается, мать твою. Видимо, из-за вот этих зазубрин, короче, которые здесь есть, криво откусывали этот литник не правильным инструментом, который под корень все это дело кусает, а обычным какими-то бокорезами. Вот на производстве пацаны или девчонки такие. Вот я даже вижу, что по уровню прям он в этом месте и откусил. И вот здесь тоже. Это как будто вообще откусили зубами. Ну ладно, мы возьмем с вот таким профилем тоже. Он у нас уже, но тем не менее. Немного укоротим это дело. Сука, все равно не лезет. А этот? Ёб твою мать, он вообще туда не залезает. Вы чё, рофлите что ли? Пизда! Он заклинил, блядь. Я не могу, блядь, Карл! Пиздец. А что делать-то? Отпусти, блядь. Отпусти нахуй. Пиздец. Кто вообще нахуй додумался в включенном режиме предусмотреть этот стоп? Твою мать, а что делать-то, блядь? Что ж делать? Починили, продолжаем. Оказалось, что разные насадки по-разному влияют на клопку брокировочную. Короче, здесь только в одну сторону, а в движение по часовой. То есть на себя пилом стать нельзя с этим шуруповертом. Защиту хочу. Так, я в защите. Надеваем. Все у нас будет правильно, все будет безопасно. Диск. Ну, отрезной давайте попробуем. Зажали ручками, крутим. Ой. Еще забавный момент. У нас здесь выставляется скорость вращения, и у болгарки, вот у этой насадки, углошлифовальной машины, она должна быть типа 8000 по паспорту, блядь. Язык еле повернулся назвать это паспортом. Твою мать, блядь, пизда на рулю. Да что ж такое-то? Страшно нахуй, страшно, что у меня пальчик вот тут вот прям бегает около диска. Ладно, давайте пилить. Че мы все. Такое ощущение, что вот из-за того, что здесь присутствует люфт и небольшая скорость, как будто диски не очень правильно работают. Ну, то есть они, вибрация большая. Давайте попробуем еще пильнуть. Типа, если что-то вот отпилить вам очень надо в случае острой необходимости, она отпилит, но пользоваться ей никакого кайфа нет. До свидания. У меня есть Twitch, ссылка! Вот это же не орбитальная, это просто у нас есть некоторая осцилляция. Я вижу, что по кругу она происходит. На какой скорости? Наверное, на максимальной. Справедливо было бы, правильно? Кстати, довольно удобно.
Наверное, стоило бы с дерева начать, потому что комплектная шкура — это говно сраное. Так, сейчас один инструмент будет помогать другому. Все как и задумывалось в этом аппарате. Интересно, что здесь по оборотам. Страшно, блядь. Может быть, ее как-то еще подтянуть? Подтянули. Что-то не работает. Ну ладно, я тебя прикормлю. Первый прикорм, так сказать, производить в рукопашную, я понял. Вот это вот хуйня. В настоящих бензопилах там такой коготь, блядь, чтобы в дерево цепляться. Вот здесь она пластиковая. Соответственно, она может соскочить как хочет. Страшно. Не, ну слушайте-ка, блядь, сучкарец кизлярских мастеров, никак иначе получается. Эта штука справилась. Теперь будем остаток шлифовать. И опять надо крутить. Ладно, я просто буду благодарен человеку, который придумал резьбу и винтовые соединения. И буду наслаждаться, что все это делается простыми движениями. Не, ну справляется, и я вам хочу сказать, что такой форм-фактор очень удобно. Типа центр масс у нас вот здесь, там же, где вы держите инструмент, достаточно прикольно. Типа вот так вот, если он висит, он уравновешивается. Вот я вот этим двумя пальцами держу. Классно. Мне нравится форма. Исполнение, конечно, ну, на все 7000. Ну, кстати, если по косарю за инструмент так задумываться, ничего себе. Но с другой стороны, господи, какая же хуйта. Ща я ее препарирую. О. Честно говоря, я не вижу ничего незаконного. Я не могу сказать, что это прям, ну вообще дрист и начать насмехаться. Потому что у нас здесь установлен подшипник. Все смазано. Нормально. Здесь вообще нет люфта у этой херни. Да, она видно, что как-то, короче, то ли на горячую штамповано, то ли хер просышь как. Ну, то есть это не высокоточная механическая деталь, но оно хорошо собрано. Вот здесь есть стопорное кольцо, которое все это дело поджимает. Во второй части у нас эксцентрик расположен. Ну, получается, это виброшлифовальная машинка. Работает она вот на таких вот, как их назвать, резиновый грибок. Не грибок, не знаю. Резиновая нога, назову ее. Позволяет туда-сюда шевелиться этой историей. Стопорные кольца, металлические соединения. То есть она будет шевелиться туда-сюда. Соответственно, у нас все это опирается дело на подшипник. Ну, типа, не знаю, я вижу нормальные детали в итоге. Я хотел доебаться, что здесь как-то все смешно и убого. Но нет, не знаю. Как будто нормальная виброшлифовалка. Нечего сказать. Идем дальше. Ну, раз мы коснулись пилы, давайте продолжим играться с пилой. Здесь у нас как будто бы все то же самое, да. Мне единственное волнует то, что вот эта вот часть касается вот этой шины пластиком. И, соответственно, она может от нагрузки туда-сюда елозить. Вот если бы натяжитель какой-нибудь здесь предусмотрели, который в металл упирался бы вот с этой стороны, было бы поприкольней. Есть у меня кусок коры, как она, необрезная древесина называется. Всем просьба разойтись. Здесь у нас работает очень даже неплохо. Пока цепь новая, у нас все пилится, всем все платится. А могу ли я вырезать, ну типа паз? Вдоль волокон он почему-то очень-очень плохо идет. Ну ладно. Почему растягивается цепь? Почему она уходит, сука, соси? Соси, блядь. Это, подождите, это я вжимаю ее
в материал, и у меня шины просто уходят назад из-за этого пластикового говна, о котором я говорил. Что творится? Ну-ка, а если мы пильнем поперек волокон? Что нахуй происходит? Почему она здесь нормально отпилила, а тут начинает выебываться? Видимо, ей охуительно не нравится, когда давит в торец шины. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Здесь отпилила хорошо. Видите вот этот вот синий цвет на краю самой шины? Это называется цвета побежалости. Соответственно, они возникают, когда температура синий примерно 700, что ли, градусов. Нет, боюсь, сейчас точно скажу. Синий 300 градусов. Соломенный 240, желто-коричневый 255. Короче, в районе 400 градусов вся эта хуйня разогревается. И, кстати, разогрелись даже еще и звенья цепи. В общем, мы ждем, пока вся эта балалайка взорвется. Насколько я понял, правильно? У меня пи***ц как дымится пила. Что говорит о том, что хуевая здесь шина и долго она не проработает. Теперь у меня есть идея фикс всю эту историю добить. Сейчас будем проверять ее максимальный ресурс. Сколько она пилов выдержит. Ей, конечно же, надо давать остывать после каждого пила, потому что это типа бытовой инструмент. Вот такие отпилили, полчаса она отлеживается, остывает. Но сейчас будем работать не так. Забыл сказать, это береза, сухая. Жива до сих пор, я думал, уже сдохнет. Я, честно говоря, ожидал гораздо меньшего. Ну, понятно, растягивается цепь, нагревается. Вот, я говорю, вот этот момент с натяжителем бы немного поменять, а в остальном, короче, за косарь. Окей, почему нет? Давайте перейдем к следующему пилящему по дереву. Это сабельная пила. Я здесь поставлю на средний режим, потому что что-то меня пугают эти обороты. О. Вот кнопка здесь такая максимально просто ублюдская, уродливая. Тьфу, стоковое полотно чуть-чуть разведено. Оно даже в ноготь не втыкается. Сука, оно очень тупое. Упор здесь, вот эта вот подошва, она, короче, не двигается, как на прикольных. Ну ладно, будем пилить тем, что есть. Фу. Нет, это сразу фу. Это полотно идет. Закрепить надо нормально. Отломал. С этим все понятно, в принципе, пилит. Количество оборотов мы как-то с вами пробовали. То ли какую-то насадку, то ли какой-то дешевый дерьмовый инструмент. И там прям вообще пи***ц провал был. Ну, то есть ему явно не хватало оборотов, чтобы превратить это в нормальное пилящее движение. Здесь все ништяк, и плюс мы можем еще добавить скорости. Внутри нас встречает довольно уверенная конструкция из какого-то силумина, судя по всему.
Давайте ее отсюда экстрагировать с охуевше большим зазором и с дефектами литья. Сплав вот этот вот довольно хрупкий, ну, соответственно, он боится ударов. С одной стороны, вроде детали не стыдные, но я имею в виду по самой задумке, а вот исполнение как будто бы здесь немного хромает. Нахера сделан вот этот вот зазор? То есть она фактически сомкнута. То есть здесь нет никакой щели, да, ее докрутили. Но, допустим, если я начну докручивать вот эту вот, вот этот крепеж, у меня могут вот эти уши обломаться. Но она сомкнута при этом. Зачем здесь такой зазор? Ну, короче, господа, что мы можем здесь заметить? Здесь вот у нас есть некоторый редуктор. Притом вот здесь как будто очень сильно стачивается металлическая часть. Ну, смазка, короче, серой становится. Не знаю, насколько хорошо вот это правильно сделано, и насколько долго оно прослужит. Потому что здесь как будто сделано это все через вот такую вот муфту. Может быть, подшипничек бы имел место быть. Ну, хуй его просышь. Что лучше прослужит в таких количествах. Короче, поверхность вот этого и внутри, наверное, даже, скорее всего, поверхность внешняя будет стачиваться об вот эту вот всю историю, ползающую туда-сюда. У нас есть, соответственно, здесь две, как они называются, конические шестерни с круговым зубом, по-моему. Или я могу быть неправ. Ну, короче, прикол в том, что здесь увеличено количество площади зацепления за счет того, что вот эта херня развернута в пространстве. Это хорошо. Дальше у нас здесь есть паз, чтобы у нас вся эта байда не крутилась. Здесь у нас тоже вот в такой вот в муфте гильзе ползает вот этот вот вал, наверное, его правильно назвать. Здесь у нас какой-то войлочный демпфер некий. Мы обратно все это выдружаем на свое законное место. Ну и, соответственно, когда мы даем вот сюда движение, у нас эксцентрик начинает двигаться туда-сюда, скользя по вот этому скользуну, а вот этот вот ходун туда-сюда начинает туда-сюда ходить. Если вы мне скажете, что механические детали называются не так, да мне похуй. В моем мире они называются шатун, ходун и крутяшка. И все при этом работает. Будет ли оно работать, когда я все это соберу до конца? Каждый раз некая интрига. Работает. Возможно, даже лучше, чем прежде. Смотря на всю эту штуку изнутри, у меня складывается такое впечатление, что когда-то это придумывали уважаемые инженеры. После этого ее среверс-инженерили и начали выпускать в более дешевом варианте. Потому что я вижу хорошие продуманные детали внутри, но исполнение, которое было удешевлено, притом удешевлено тоже грамотно в тех местах, в которых оно не повлияет на работоспособность. По крайней мере, мне мои знания не позволяют найти какие-то супер слабые места. Да, я понимаю, что общих знаний по механике здесь недостаточно, и надо быть специалистом именно в электроинструменте, и гору его там починить, переломать и повидать на своем веку. Но насколько мое мнение может учитываться в сфере инженерии, типа, я ничего противозаконного здесь не вижу, и это удивляет. Вот эта вот херня стоит 1000 рублей. Мы с вами проверяли насадки по 1000, по 1500, которые выглядели ну просто ублюдско. Ах ты ж, блядь, твою мать! Если у меня палец где-нибудь здесь был бы, я бы его сейчас оставил бы. Все вот эти вот насадки на шуруповерт, это просто был мразиш. Вот это достойно. Если вот здесь все вот эти вот детали не начнут ломаться, то есть надо очень быть аккуратным со всеми этими сопряжениями, короче, не ронять эту историю, аккуратно, не со всей силы, то ну, она послужит в бытовом варианте за 8000, ну это пи***ц. Это хорошо. Хотелось повыебаться, хотелось взять набор, самый дешевый набор инструмента вот этого 8 в одном, который нашли, но давайте будем объективными. Это не говно. Оно послужит. Зарядка. Вот она вообще не весит. Как будто здесь пустая коробка.
К этому у меня жесткие претензии. Давайте вот сюда воткнемся. Здесь даже никаких крепежных нет элементов. Но здесь вот где они сэкономили. То есть вот эта хуйня будет заряжать 1000 лет. Это все маломощное с виду. Тоже не особо шарю, но выглядит это как говно. Оно им, скорее всего, и является. Здесь какие-то радиоэлектронные вообще компоненты для достаточно емких аккумуляторов. Есть у меня ощущение, что так не должно быть. Вот давайте напишите в комментах, законно это или нет. Вы всегда лучше меня все знаете. Что у нас еще есть? Воздуходувка без шланга почему-то, без насадки, которая может сужать поток и увеличивать скорость. Давайте смотреть, что она может. Может быть смысл в том, что она может применяться как пылесос, но дует она типа слабо. Листья она не уберет, раздувать всякую хуйню по мастерской, я считаю, что смысла нет. Как пылесос, блядь, ну здесь нет в комплекте ничего, то есть здесь должно быть сосало. Да-да. Здесь какой-то мешок, притом расположено все это ебано максимально, как будто в сторону надо было бы тогда отводить. А если бы отвели в сторону, тогда бы она не работала как дуйка. Там обычная вот это вот. Обычные улитки, просто диск с лепестками, который загребает воздух с одной стороны, выплевывает с другой. И это, конечно, ну, дерьмо полное. Некотируемо. У нас есть фонарь. Притом подключается он не на инструмент, что важно. Если бы он сюда подключался, вы бы такие: старичок, дудочку или лукошко, светить и смотреть, куда я кручу или крутить. Включается он в аккумулятор, что на самом деле грамотно. Сам он металлический, вы посмотрите, с радиатором, ну или каким-то подобием. Какие-то типа мощные, ну не мощные такие. Не самые сраные светодиоды у нас здесь установлены. Прошу суд занести в протокол, что фиксации здесь нету. Светим. Прицельно лупит таким пятном. В принципе... Вот оно, универсальное применение различных 3D-моделей. Здесь нарисованы два входа USB-шных, но здесь, видимо, работает условие «доделай сам». Короче, здесь просто нету них. Хочешь туда USB, ну типа, чтобы не промокли от дождя, засунь. Ну, блин, мы же это за деньги покупаем. Ну, камон, это же не набор «доделай сам». Окей, давайте вырубим свет и посмотрим, куда лупит. Ну, короче, вот так вот у нас сейчас темно в той части мастерской. Вот так вот она и... Мне бы свет хватило, честно говоря, для работы. Вполне себе. Плюс ее не надо тянуть куда-то туда, ставить там и искать место, куда она встанет. На пол ее поставил и лезешь. Хуй. О! Очень ярко. Вблизи даже тепло немного чувствуется. Это не лучший фонарь, далеко не лучший, но я не могу сказать, что он плохой. Что это говно. Он светит, он херово собран, я вижу какие-то сопли тут. А он особо не греется, когда работает. Он на светодиодах. Этого аккумулятора вам надолго хватит, и он довольно сильно лупит. Да, у вас вытекут глаза, если вы долго будете с таким освещением работать. Но когда ничего нет, типа за косарь нормально. Расковыряли аккумулятор. Вот таким образом выглядит внутреннее убранство. Соответственно, зарядная хуйня, пара мосфетов, какая-то микроплата. Выглядит все это не стыдно, как будто на заводе делали. Посмотрим, как аккумуляторы приделаны друг к другу. Припаянные, контактной сваркой. Ну, все как обычно. Сами банки CJ. Ну, как будто не самые плохие. Не самые плохие. У нас здесь бетона и свинца не положили вот в эту коробочку. И слава богу. Ладно, засчитано. За эти деньги
пойдет. И последнее, что у нас осталось, это насадка на гайковерт, болтокрут. О, блядь, прям инструмент. Инструмент превращается. В инструкции пишут, 180 ньютон-метров может выдать вот эта вот голова. Это какой болт нам нужен, чтобы 180 вообще? 180 ньютон-метров, нихуя себе. Затянули мы тиски. Сейчас будем закручивать болт. 180 ньютон-метров, это вам не хуй собачий. Это очень много. Я надеюсь, мне еще и руку не оторвет при этом, при всем. Эта же штука должна быть с тангенциальным ударом, то есть типа докручивающим, добивающим всю эту хуйню. Поэтому она не вырвет мне руку сразу. А звук-то какой? Хтынь. Так, давайте крутить. Все. Причем я не знаю, насколько вообще справедливо. Может быть, какую-нибудь шайбу надо поставить. Несправедливо мы немного делаем. Закручиваем еще раз. Будем без масла закручивать. Мы же не натяжение самого болта меряем, а именно момент. Ну все, я считаю, дальше уже какие-то микрокорполи там пошли. Наебались мы чуть-чуть с вами. Не 180 ньютон-метров, это показатели винтоверта, который с тангенциальным ударом может быть в таком же наборе. А показания вот этого вот гайковерта аж 300 ньютон-метров. 300, блядь! Вы можете себе представить? У меня в голове не укладывается. Единственное, чем мы можем померить эту историю, это вот такой вот с 60-сантиметровым плечом динамометрический ключ, с которого мы, конечно же, начнем примерно со 100 ньютон-метров это дело откручивать. И потом вот что открутит, то и будет нашими показаниями, насколько эта шляпа смогла закрутить. Я таких болтов и не трогал раньше. 100 ньютон-метров. Че за хуй? Что, на сотке открутился, что ли? Да. Здесь получилась какая-то длинная, долгая часть про ньютон-метры, гайковерты и прочее измерения, поэтому смотрите все это говно на бусте. Добро пожаловать. Давайте попробуем на третьем режиме, на хай, все это дело поколотить. Это уже как будто бы да. Так, на динамометрическом у нас 250. Этот мы в режим питоп и крутим, смотрим. Сколько там было? 246 ньютон-метров. Вот это уже близко к правде, конечно же. Не 180 и не 300. Что-то посередине. Но достаточно близко, на самом деле. Давайте попробуем еще раз закрутить и еще раз, блядь, проверим. И еще разок. $212 на этот раз выдал. $248, и здесь 250 щелкнул. Я специально тяну типа потихоньку, чтобы у нас все успело войти. 248. Короче, в районе 250 эта шляпа выдает. Это достаточно неплохо. Я залез внутрь, посмотрел, там достаточно большой этот молоток стоит такой массивный, он срывается и добивает. Короче, главный вердикт какой? Этот набор неплохой для домашнего использования. Он пойдет. Какие-то позиции здесь полный шлак, какие-то прикольные, сделано все не позорно, так что
Я оставлю решение на вашу ответственность. Смотрите сами, что вам здесь надо, чего не надо. Но основная мысль такая: российскому производству пиздец. Реально, если Китай может выдавать такое качество за 1000 рублей конечного продукта, нет смысла вообще никакого в России производить товары потребительского сбыта. С вами был Даня Крастер, лаборатория разрушений инструментов и БНБ вкупе. Всем спасибо, увидимся через 2 недели. Будет что-то полезное, смешное или интересное. Все как обычно нашего любимого с вами мира техники и технологий. Покеду. Твою мать!